Всем привет, с вами Арсум, и это игра Warborn Above Ashes и рубрика «А вы знали что?». Сегодня вы узнаете, например, как сделать вот такой вот экран, а также вы узнаете о моде, который работает очень интересным образом, в хорошем смысле, некоторые фичи, про механики, в общем, все как обычно, по тайм-кодам можете найти интересующий вас момент. Сразу после чего... Правильно, рекламы FunPay. Если вам нужны соларбиты по дешевке, или вы испытываете проблемы с пополнением счета для Warborn Above Ashes, то вам поможет FunPay. FunPay — это биржа игровой валюты, где вы можете быстро и по хорошим ценам купить то, что вам нужно. Сделка там является защищенной, потому что пока вы не подтвердите сделку, продавец денег не получит, поэтому обмануть вас ему будет крайне сложно. К тому же сам сайт выступает в роли гаранта. Поэтому, если там что-то происходит не так, он либо сам вмешается, либо вы можете обратиться в поддержку, и поверьте, FunPay всегда стоит на стороне покупателей. Также, например, в Warborn, если вам нужен какой-нибудь драйвер, который будет там чистить споты, бегать за ломом там, да, то FunPay имеет раздел услуг драйвера. А также, если вам нужны какие-то аккаунты, вы можете купить и аккаунты. Ну и, конечно, помимо Warborn, на FunPay вы можете приобрести услуги и по другим играм. Например, тот же самый всем известный Albion Online, где предложений сейчас просто уйма. Так что моя реферальная ссылочка находится в описании. Если вам это интересно, можете воспользоваться, пожалуйста. Берите что надо и не парьтесь. Немногие знали, но некоторые скиллы можно использовать прямо в контроле. Например, вот эта вот способность называется свежесть. И ее можно использовать во время контроля. На ней же прям так и написано. Можно использовать, когда навыки недоступны. Таким образом, если вы попали в стан, вы можете просто взять и кинуть этот скилл в вашего союзника. Но, помимо всего этого, представьте, что у вас застанили, и вместо того, чтобы выбирать кого-то еще, либо если вы хотите, чтобы скилл применился именно в вас, то есть быстрые клавиши. Например, нажимаете клавишу Alt и Q. И тогда скилл кастуется именно прямо под вами. Именно там, где находится ваш персонаж. Например, можно использовать что-то вот такое. Вот вы бегаете и кидаете под себя вот какой-нибудь скилл, пожалуйста. И первый, и второй. А вот этот скилл, например, то есть на пробеле, который у меня находится, автоатака, она не работает. То есть я же нажимаю Alt, и, увы, ничего не происходит. Но зато другие скиллы, пожалуйста, работают на ура. Старайтесь не брать лут слома сразу. Потому что вы уже, наверное, заметили, что очень часто гангеры стоят в кустах и потом всех собирают в кучу и ваншотают. А также иногда бывают такие билды, как соло-бумпаки, да, и они просто берут, врываются и уничтожают вас к хренам. Ни в коем случае старайтесь сразу не брать, лучше раздуйте пачку как следует, а потом ловите какого-нибудь неудачного гангера и просто добирайте его лут дополнительно. Имейте в виду, что очень часто такое бывает, лучше предохраняться перед тем. Один хрен, если кто-то откроет сундук, вы сами просто подойдете и заберете лут. Вы успеете его забрать. Не пытайтесь сойти с ума и быть каким-то жадным, типа, о, мне не достанется. Достанется. Обязательно достанется вам дроп. Только не пытайтесь рваться вперед за всеми. Иначе вы рискуете погибнуть просто в заливке. Логи урона. Да, в игре есть такая возможность, кто не знает и пытается понять, почему он сдох и от чего. Вы можете открыть и посмотреть, сколько влетел у вас урона от того или иного скилла. Например, вы открываете чат, затем заходите во вкладку «Бой». Здесь как раз-таки пишется, что вам пришло, что вам упало и прочее. Например, вы применили спиральное схождение, нанеся усилитель сборщика, вечное сияние, 603 магического урона. Вот, пожалуйста. И так далее. И вы можете просто смотреть, сколько отхилили, сколько получили. Иногда здесь багуется и неправильно показывается последовательность или количество каких-то вот вещей, которые вы применили или получили. В общем, пожалуйста, вот берите, пользуйтесь. Если вы, например, убили босса Агнитерия, да, и не знаете, сколько вам выпало, здесь тоже это пишется. Вот вы получили столько-то Агнитерии, серебра и так далее. Полезная на самом деле функция, но почему-то все об этом забывают. А вы знали, что у дрифтеров есть связь? Да, когда вы берете сюда, получается, вот эти готовые сборки, между ними образуется связь. Вот смотрите, эффект спутника дрифтера действует, и вы нажимаете сюда. И здесь вы можете посмотреть, какая связь возникает, если вы используете тех или иных дрифтеров. То есть, смотрите, если у меня, например, есть Солена, лунная вуаль, эффект активируется, если в меню снаряжения дрифтера установлены спутники дрифтера X2. То есть, достаточно двух, чтобы получить усиление эффекта исцеления. Звучит слабо, да? Но есть, например, некоторые персонажи, с помощью которых можно еще больше разогнать и получить чего-то иного. Вот здесь, например, связь не работает, здесь тоже X2, а бывает такое, то что вы можете, например, поставить вот типа в лунной вуале, да? Смотрите, вот
получите навык сирота. Эффект активируется, если в меню снаряжения дрифтера установлены спутники дрифтера X3. Увеличивает интеллект на 10. Что на самом деле, собственно, неплохо. Тем не менее, будете ли ради вот этих 10 интеллекта ставить вот это? Нет. Можете покликать, узнать сами, чтобы понять, что там, к чему, какой вам дрифтер нужен и так далее. Просто попробуйте, посмотрите, вот так вот. Каждого по отдельности надо смотреть, какие бонусы у них могут быть вообще. Очень часто ко мне заходили на стримы, под видео в комментариях и спрашивали, как сделать вот такой вот экран. Давайте вам покажу, как это сделать. Открываем наш Steam, заходим в библиотеку, ищем нашу самую любимую игру. Правой кнопкой мыши жмем на нашу игру, затем открываем свойства, общее, и в строчку вводим вот это. Оставлю внизу в описании. Затем заходим в игру, и что мы видим? Наш экран расширился. На случай, если вы не понимаете, насколько сильно расширился. Вот пример до, а вот после. Темная зона — это та самая, что и сверху аналогично. Можете сами посмотреть, но чуть-чуть, может, разница небольшая. Тем не менее, светлой зоной снизу обозначено именно то пространство, которое у нас увеличилось. Пользуйтесь. А вы знали, что вот эти стаки с некропухи достаточно сложно снять? Если вы думаете, что вы такой классный, нифига себе такой саппорт, и вы берете, например, своего любимого апокалипсиса, которым думаете, что сможете очистить все дебафы в этом мире, то вы ошибаетесь. Почему? Вот смотрите, на нас застакали вот эти стаки от некропухи. Мы используем ульту, и что мы видим? Стаки не слетают, совершенно не слетают. Что с этим поделать? Можно ли их как-то снять? Можно. Есть, например, банка, которая снимает весь периодический урон. Если вы думаете, что хилы смогут это как-то очистить, по сути, только один скилл, который может это сделать. И то только посох Зов Духов. Или Духа, как он там. В общем, вот эта вот птичка, которую бросает, она снимает только 5 стаков из 10. И только. Ни Апокалипсис, ни какой-то там любой друид-став не сможет это сделать. Разумеется, ни один из скиллов, даже вот этот свежесть не может снять с вас. Даже Небесный Искупитель не снимет ни единого стака периодического урона с вас. Просто это крайне тяжело заклинсить, и это практически невозможно. Только Зов Духов может это снять. Про расходку или какие-то скиллы других, получается, предметов я уже не говорю. Потому что речь идет просто про то, что хилы не смогут заклинсить. И это снимается очень тяжело. Вот этот вот мод на тушке просто ни хрена себе какая имба. Особенно для хилов. Смотрите, во-первых, у него откат 10 секунд. То есть, если вы можете часто кастовать тушку, это будет просто замечательно. Смотрите, здесь написано: при использовании навыков нагрудника с вероятностью 49% восстанавливать ближайшим союзникам 7,2% и еще ман. Если вы думаете, да, это ж хрень полная, да? Не тут-то было. Во-первых, ХП можно раздуть, и тогда вы получите больше хила. А еще этот хил может быть модифицирован. Например, вот мой апокалипсис. Вот у него есть бонус к лечению 77%. И он будет работать. Да, и если мы, например, хотим хорошенечко так раздуть, на экране вы как раз увидите этот момент, когда я вот использую такого персонажа, начинаю использовать вот такой скилл, бац, эта штука похилила настолько-то. Работает это массово. Представьте, вы в соло-пвп играете, и вам негде взять где-то около 2000 хилов, да, и вы играете просто на маге. Берете этот бот, ставите, вы отхиливаете себе 2000 хп. Здорово? Да вообще превосходно на самом деле. Разумеется, чем больше у вас здоровья, тем больше будет этот самый хил. Например, мы берем Дуриона, кидаем под себя лужу от булавы, можно еще как-то ульту Дариона, и тем самым мы раздуем здоровье нашему союзнику. И когда мы жмем тушку, она хилит гораздо больше. Более того, этот хил умеет критовать. Так как у манекена всего лишь 5657 здоровья, то, что вы видите, это просто жалкие цифры. В реальном бою у вашего танка будет здоровья гораздо больше. И таким танком может прилететь хил где-нибудь под 10 тысяч или гораздо больше. Например, мне сегодня в данже с моими 10 тысяч почти хп прилетел хил от меня же с критом на 3800. Как вам такое, а? Поэтому я считаю этот мод один из самых классных в игре. В прошлом видео, кстати, я говорил о том, что вот эта вот тушка, она снижает скорость отката навыков. Это работает по принципу тиков. Также, если что, в игре есть вот такая вот банка в обычных эликсирах, она находится. Она регенит, получается, ману, но никто до конца не дочитывает. Увеличивает скорость отката навыков на 50%. То есть эта тушка вначале ускоряет вот эти тики. То есть представьте, что здесь это не секунды, это тики.
Просто представьте, и 1 тик равен 1 секунде. И когда вы используете вот эту вот тушку, она ускоряет эти тики. То есть вот эта тушка за свое действие должна сэкономить вам 2,4 секунды. Еще может такое произойти, что у вас это багнется, и вот этот откат перестанет вообще замедляться. Такое возможно, но это случай, наверное, 1 к 15, 1 к 20. Это очень редко бывает, но такое возможно, если что. И да, кстати, вот этот вот, получается, откат, который вот здесь написан, да, когда вы применяете, то есть вот эта способность тушки, и видите то, что откат сократился там до 18 секунд, это по большей части визуальный баг. Просто забейте, он вначале ускоряется, потом он замедляется. И я пробовал, например, с другими ребятами тестить эту тушку. Взяли эту тушку, применили, получается, ее. Затем он тоже использовал эту тушку после меня. И у нас получился какой-то бред. В общей сложности со скилла мы сэкономили где-то 2 или 3 секунды из 50. И это на самом деле просто бред. Поэтому пока разработчики не улучшат вот эту механику, смысл от скорости перезарядки в игре вообще не имеет смысла. Ну, окей, 2 секунды вы сэкономите. Но вот мне, например, на Апокалипсисе это нафиг не нужно. Почему? Потому что вот я даю ульту на врыв, да, или на выход, получается, своих союзников. Пройдет откат, и что? Мне сразу моментально его применять? Нет, вы дурак, если вы так делаете. Просто так вы же не будете это делать. Вы будете его держать до следующего врыва. Поэтому, сэкономив 2 секунды, вы по факту ничего не получаете. И лично я рекомендую, например, для тех же самых хилов использовать, например, бусты вот такие на скиллкаст и замедление отката. Мне кажется, это даже будет очень практично и логично. Что ж, на этом выпуск подошел к концу. Если он вам понравился, жду от вас лайка. Это сильно продвинет видосы в топы. Если есть какие-то идеи, мысли, советы и прочие какие-то вещи, например, я заметил такую-то штуку, можете написать в комментариях, поделиться мнением о том, какие советы были полезными, или хотели бы их подкорректировать со словами «на самом деле это работает вот так, ты здесь немножечко не прав». Также я буду рад вашей подписке, это сильно будет продвигать мой канал, мое развитие, плюс вы будете получать различные уведомления о новых видео или стримах. Ну что ж, ну а теперь я попрощаюсь с вами. До встречи в следующем ролике или на стримах. Пока. Подписку нажми и лайк замути, и Асум будет всегда с тобой. Над видосом поржи, с мемов орни, взгляни на мир с другой стороны. Подписка и лайк, комментик любой, Асум ждет тебя, друг мой родной.